Сегодня мы вяжем очень интересный ажурный узор спицами. Раппорт узора составляет 4 петли, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Для образца я наберу 12 петель на основной узор, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Итого 15 петель. Набираю обычным способом 3, 4. Первую петлю я провязываю лицевой и закрепляем край. Все, затянули, край у нас не будет развязываться, распускаться. Узор начинается с первого ряда. Итак, первая петля лицевая, 3 изнаночных, 1, 2 и 3. Снова 1 лицевая, 3 изнаночных, снова 1 лицевая, 3 изнаночных, и в конце ряда у нас петля для симметрии, мы провязываем ее лицевой, кромочную я вяжу изнаночной. Первый ряд готов. Второй ряд, второй и все четные ряды мы вяжем изнаночными петлями. Кромочную мы снимаем, и все петли мы вяжем изнаночными за правые стенки. Так как я вяжу бабушкиным способом, лицевая сейчас у меня лежит правой стенкой за работу, но мы вяжем изнаночные петли за правые стенки. Так вот, изнаночная за переднюю, а лицевая за заднюю получается. В конце ряда петля симметрии, изнаночная и кромочная. Третий ряд точно такой же, как и первый. 1 лицевая и 3 изнаночные, несмотря на то, что у нас следующие петли лицевой. Изнаночные вяжу за правые стенки. Снова 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 3 изнаночная и в конце ряда 1 лицевая. Четвертый ряд мы также вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Все четные ряды и кромочная тоже изнаночной. Самый интересный ряд в нашем вязании будет 5 и 11. Итак, 5 ряд. Первую петлю мы снимаем. Далее мы вяжем 2 петли вместе лицевой. Из двух 1 получается с наклоном влево, то есть за задние стенки, за правые стенки. Я ввожу спицу и провязываю 1 петлю лицевой. Далее мы делаем накид. Это мы сделали начало ряда. Далее по раппорту вяжем 1 лицевая, накид. Сейчас из последующих 2 петель мы вяжем таким образом. Первые 2 петли переснимаю на правую спицу, левой спицей подхватываю первую петлю за правую стенку, вынимаю из 2 петель, вот она правая спица, поддеваю ту петлю, которая у нас осталась без спицы, и перенадеваю ее на левую спицу. На самом деле вот эта процедура выполняется очень быстро. И сейчас из 3 петель нам нужно вывязать 1 петлю. Вставляем правую спицу вот в эти 2 петли, плюс в следующую петлю за задние правые стенки. И провязываем 1 лицевую. То есть
у нас получается из 3 петель центральная должна идти вот по этой косичке. То есть, значит, мы провязали все верно и делаем накид. Далее снова 1 лицевая, накид. Из 3 следующих петель нам нужно провязать 1 лицевую. Снова переснимаем вот эти 2 петли на правую спицу, левой спицей поддеваем за правую стенку с изнаночной стороны первую лицевую, правую спицу вынимаем из этих 2 петель, подхватываем освободившуюся петлю, надеваем ее на левую спицу, то есть у нас получается вот эти первые 2 петли скрестились. Правую спицу вводим в 3 петли лицевых, ввели за задние правые стенки и вывязываем 1 лицевую петлю. Накид. Накиды не забываем. Снова 1 лицевая, накид. И из 2 последующих петель нам нужно провязать 1 лицевую с наклоном вправо. Для этого вот эти 2 петли мы перенадеваем на левую спицу правой стенкой на себя. То есть правые стенки, вот они впереди. И правую спицу вставляем слева направо за передние стенки. Провязали. И кромочная. Готово. Когда мы будем вязать 11 ряд, вот эту петлю, как нам вывязать из 3 одну, я покажу еще один способ. Далее 6 ряд мы вяжем все петли изнаночные, все четные ряды у нас изнаночные. Накиды предыдущего ряда мы также вяжем изнаночной. Все вяжем за передние стенки. Первая часть нашего узора готова. Итак, последующие 6 рядов мы вяжем со смещением узора. Итак, 7 ряд мы начинаем с 2 изнаночных петель. 1, 2. И дальше повторяем раппорт с первого ряда. Лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Снова лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Лицевая и 2 изнаночных. Мы начинали ряд с 2 изнаночных и закончили тоже 2 изнаночными. Кромочная. 8 ряд, все петли изнаночные за правые стенки. 9 ряд точно такой же, как 7. Кромочную сняли. Первые 2 петли изнаночные. 1, 2 за правые стенки. Далее лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Снова лицевая, 3 изнаночных. Лицевая и заканчиваем ряд 2 изнаночными петлями. 10 ряд, как и все четные, у нас изнаночные петли за правые стенки. 11 ряд мы будем вывязывать ажурный узор. 11 ряд начинается 1 лицевая, накид. И сейчас покажу второй вариант, как вот эти первые 2 петли скрестить другим способом. Первые 2 петли я разворачиваю правыми стенками на себя, то есть перед работой, перенадеваю на левую спицу вот эти 2 петли. Правой спицей ввожу слева направо в 2 петли,
переснимаю их на правую спицу и перенадеваю вот в таком скрещенном виде снова на левую спицу. Сейчас вставляю правую спицу в 3 петли и вот в следующую и провязываю 1 лицевую. То есть получилось у нас абсолютно все то же самое, что и в первом варианте вязания. Вот оно то же самое. Далее делаем накид, снова раппорт пошел, лицевая, накид, и из 3 петель нам нужно вывязать 1. Покажу еще раз этот вариант. Переснимаем первые 2 петли, правой спицей захватываем эти петли слева направо и перенадеваем на эту спицу. На камеру мне немного неудобно, все-таки перед вязанием у меня камера между мной и вязанием, поэтому неудобно. Сейчас за задние стенки вставляю правую спицу и вывязываю 1 лицевую. Все скинули, накид, снова лицевая, накид и повторим первый вариант. Переснимаем вот эти 2 петли первые на правую спицу, левой спицей захватываем первую петлю с изнаночной стороны, правую спицу достаем из 2 петель и вот эту свободную петлю подхватываем правой спицей, перенадеваем на левую. И за задние стенки 3 петель провязываем 1 лицевую, скинули, накид, заканчиваем вязание 1 лицевой, петля симметрии и кромочная, изнаночной. Уже хорошо виден наш узор. И последний 12 ряд, все петли изнаночные. Узор, как вы видите, несложный. Единственное, вот в одном раппорте 2 ряда, в которых немножечко нужно потрудиться, быть более внимательным. А так узор вяжется достаточно быстро. Накиды предыдущего ряда мы также вяжем изнаночной петлей. Закончили наше вязание. В ширину у нас получилось 3 раппорта, в высоту 1. Напоминаю, раппорт узора составляет 4 петли в ширину, 12 рядов в высоту. И вот у меня более большой образец. Узор вяжется очень быстро, он очень интересный, идеальный узор для вязания детских изделий. Таким узором можно связать и красивый джемпер, можно связать шарф, палантин. Достаточно универсальный узор. Также можно связать интересные летние изделия. В гладкой пряже структура узора отлично подчеркивается. Узор просто идеален для гладкой пряжи. В пушистой пряже я этим узором не пробовала вязать. Думаю, тоже будет очень красиво. Если будете пробовать вязать из пушистой пряжи, обязательно напишите мне об этом в комментарии ваше впечатление, как получится ваш образец. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. Пока-пока, до встречи в новых видео.